Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Домбровский. Я гипнолог. Сегодня мы поговорим о понятии «внутренний диалог». О внутреннем диалоге я писал очень много, но сколько бы я ни писал, все равно тема для многих остается туманной. Хотя именно эта тема является основополагающей в понимании устройства нашей психики. В течение всего дня ваша голова наполнена мыслями. Хотите вы этого или нет, но она наполнена разными мыслями, размышлениями, анализом, воспоминаниями, проекциями в будущее и так далее. Внутренний диалог стихает, когда вы читаете, слушаете что-нибудь или, например, смотрите телевизор. В этот момент, вот в эти моменты вы являетесь приемниками. А в остальное время, кроме сна, в вашей голове вертятся так называемые размышления, потоки различных мыслей, воспоминаний, проекций. О том, насколько они эффективны, вы можете выяснить, оглянувшись вокруг. Что вас окружает? Люди, предметы, ваша деятельность, ваши возможности. Все это результат ваших мыслей. Результат вашей внутренней болтовни. Или, если сказать вежливее, это результат ваших размышлений. В вашей голове постоянный поток мыслей. Вы это называете мышлением. Иногда мысли начинают носиться по кругу, чернеть, темнеть, приобретать гнетущее содержание, скверные воспоминания, картинки безрадостного прошлого или будущего, самобичевание, сомнения и прочий хлам. Эти потоки темных мыслей заполняют голову с утра до вечера и образуют мрачный хоровод, не прекращаются, мешают спать. Вы констатируете депрессию. Вы не можете нажать на кнопку и прекратить поток мыслей. Они не подчиняются вам. Они не конструктивны, они не радостны, неприятны. Но вы ничего не можете с этим поделать. Вы ищете антидепрессанты. Все антидепрессанты притормаживают сеть пассивного режима мозга, и мысли редеют, человек чувствует облегчение и ощущает комфорт. Иными словами, антидепрессант вводит человека в своеобразный транс. В этом трансе человек чувствует себя более комфортно, чем с мыслями в своем обычном бодрствовании. Единственная проблема с антидепрессантами – это привыкание. Человеку нравится находиться в легком трансе. Он гораздо более эффективно функционирует в социуме. Скверные мысли не одолевают его, и человек находится в очень приятном и хорошем состоянии. Человек вообще привыкает ко всему хорошему. И вот проблема. Антидепрессанты помогают, но от них сложно избавиться. Как только вы прекращаете принимать антидепрессанты, потоки мерзопакостных мыслей вновь устремляются в голову, и все начинается сначала. Есть смысл научиться входить в транс без таблеток. И если человеку удается освоить такого рода навыки, он предпочитает оставаться в трансовом, медитативном состоянии как можно дольше. Получается, что если вы можете отключать внутреннюю болтовню осознанно, вы это будете делать чаще и чаще. Почему? Потому что вы очень скоро увидите, что без внутренней болтовни вы гораздо более эффективно функционируете в социуме. Вы принимаете решения без раздумий, и эти решения всегда правильны. У вас высвобождается энергия и время для творчества. Вы постоянно испытываете вдохновение. Вас не посещают мысли без спроса. Вас не посещают без спроса негативные мысли, образы, воспоминания. Вы не перемалываете постоянно новостную информацию, а узнав новости, тут же об этом забываете. Потому что обдумывать новости неэффективно. Идя по лесу, вы идете по лесу. Видя траву, деревья, облака,
Вот это значит быть здесь и сейчас. Это значит жить с навыками осознанного выключения внутреннего диалога. Пока вы не управляете мыслями, мысли управляют вами. Это значит, что в вашей жизни управляете не вы, а ваши бесконтрольно всплывающие мысли. А ваши мысли состоят из того, что подружка сказала, что я толстая, мама сказала, я не выйду замуж, муж будет мне изменять, я могу потерять работу, как мне жить дальше, зачем я с ним живу, я некрасивая, я непривлекательная, я хочу новый iPhone, у нее есть шуба, у меня нет, по телевизору сказали, что Байден плохой и так далее, какой-то набор хаотичных мыслей. В чем эффективность всех этих мыслей? Да ни в чем. Они постоянно съедают энергию вашего мозга. Если бы вам сказали, что есть кнопка, отключающая эти потоки мыслей, и вместо этих потоков ясная, свободная голова, созерцание реальности вокруг и всплывающие неизвестно откуда решения повседневных проблем, хотели бы вы такую кнопку? Понятное дело, что хотели бы. Но вам даже в голову не приходит эта мысль. Итак, вы уже знаете, что состояние, при котором отключен внутренний диалог, мы называем трансом или медитацией. Если вы научитесь входить в транс, в медитацию, вы заметите, что все реже и реже вам захочется из нее выходить. Почему? Потому что жить в медитативном состоянии эффективнее и приятнее. Все философы, настоящие ученые, поэты, писатели, музыканты чаще всего живут в медитативном состоянии. Понятно, что в идеале оба формата мышления, правый и левый, должны работать одинаково хорошо. Точнее, гармонично и сбалансированно. Вы спросите, живу ли я в трансе? Да. Почти 20 лет назад я стал учиться входить в трансовое состояние. Постепенно, по мере развития этих навыков, мой идиотский внутренний диалог стал отступать и сдаваться. Это заняло у меня примерно 5 лет. Теперь у меня нет проблем с постоянными потоками мыслей в голове. Я легко фокусируюсь на творческих задачах и не позволяю ментальному мусору заполнять свою голову. Я стал видеть вещи иначе. Пришло спокойствие и понимание жизни. Расширился диапазон восприятия реальности. Большинство деструктивных программ, страхов, ложных убеждений, иллюзий ушло в небытие. Мне нравится, как функционирует мой мозг. Я им доволен и благодарен ему, потому что мой мозг – это и есть я. И поэтому сегодня я предлагаю вам еще раз задуматься о важности того, насколько важным является навык входа в трансовое медитативное состояние сознания. С вами был Дмитрий Домбровский. До встречи!